Здравствуйте, меня зовут Илона, я астролог, и в этом видео я хочу предложить вам разбор карты ребенка, разбор детской карты девочки 2013 года рождения, то есть совсем еще маленькой. Мама обратилась ко мне, чтобы посмотреть общие тенденции, общий такой гороскоп ребенка. Ну и давайте посмотрим, что можно извлечь, какую информацию из этой карты, ну а также как и с любой другой. Итак, здесь мы начинаем с асцендента. Асцендент у нас попадает в весы, что показывает, что девочка у нас красивая, с врожденным чувством стиля, вкуса, интеллигентности, что она любит как бы создавать гармонию, красоту вокруг себя, что для нее важно, чтобы люди вокруг были спокойные, счастливые. Для этого она может идти на очень большие компромиссы и подстраиваться под других. Также у нее есть такая тенденция к лояльности. Для того, чтобы все было хорошо, она может, ну, даже там перешагивать через свои какие-то принципы. Ну и также, что как бы она умеет и далее в течение всей жизни будет красивой женщиной, которая умеет себя подавать, умеет красиво одеваться, хорошо выглядеть. Мы видим, что управитель асцендента попадает в близнецы. И здесь у нас добавляются еще близнецовские качества, то есть кроме такой вот красоты, внешнего шарма, также можно сказать, что девушка будет длительное время моложавой, такой подвижной очень. И в целом ее внешность будет длительное время, ну, такой вот молодой. Тем не менее, мы видим, что с одной стороны, хотя Венера соединена с Меркурием, который дает вот эту моложавость и подвижность, и стройность, кстати говоря, с другой стороны у нас есть Юпитер. И здесь мы понимаем, что в целом в течение жизни могут быть такие тенденции, периоды, когда нашу клиентку, ну, ее будет больше, то есть когда она будет набирать вес. И не факт, что этот вес будет сохраняться, потому что все-таки близнецы очень подвижные, и это будет давать тенденцию к тому, чтобы сбрасывать тоже быстро, потому что за счет движения, за счет каких-то постоянных либо тренировок, походов, вот именно передвижений просто некогда будет сидеть и набирать вес. Но такая тенденция, тем не менее, есть. Хотя дисциплинировать ее можно будет. Далее, на что можно еще обратить внимание. Все это вот красивая такая троица, Меркурий, Венера и Юпитер, это в 9 доме. И что можно здесь еще говорить о нашей девочки? О том, что для нее в течение всей жизни будут очень важны темы за границы, иностранных культур, далеких поездок, каких-то перемещений, вот путешествий куда-то. И также это, естественно, может вылиться и профессиональные какие-то способности. К примеру, очень желательно родителям с малых лет показывать эти другие культуры. Например, если нет возможности возить, например, в другие страны, то показывать фильмы, там, где хорошо показывается именно вот эта другая культура, другая ментальность, другие религии. В частности, это могут быть документальные фильмы, потому что, естественно, в художественных фильмах очень часто это либо искажено, либо как-то подано не совсем правильно. Документальные фильмы, которые касаются чужих стран, чужих религий, чужих культур. И также в течение всей жизни вот девочка, она будет очень подвижная, то есть это все будет и на уровне как бы коротких поездок. В этом смысле мы видим, что вот у нас Юпитер управляет 3 домом, то есть сначала для девочки будет важно
ну, какой-то, например, транспорт для коротких передвижений. Это велосипед, это ролики, коньки, это любые там электротранспорт, любые такие средства передвижения. Ну, а потом уже в течение жизни это будет машина. И в целом девочка будет очень, будущая девушка очень и очень как бы связана с этим транспортом. То есть для нее будет важно быть постоянно вот в мобильности, чтобы она могла сесть и поехать, и ну, контактировать вот, очень легко в этом плане. Но также мы видим, что вот 9-й дом – это, скорее всего, что будут и длительные поездки, длительное знакомство там с чужими культурами. Не факт, что девочка переедет, хотя она может на длительное время уезжать вот за границу там, по работе, либо по образованию. И это может быть действительно так. Но ее как бы зона комфорта, она всегда будет идти больше к семье. У нее будет очень сильно развито чувство патриотизма. И в этом плане стоит обратить родителям на это внимание, потому что в будущем это чувство патриотизма, это чувство ответственности или там, гордости за себя, за то место, где ты живешь, за свой народ, оно может вылиться тоже в профессию, например. Нет, то есть если девочка будет интересоваться политологией, она может стать ну, политологом в своей стране, либо, например, там, каким-то значительным человеком в праве, в адвокатуре, в дипломатии, в преподавании, в политических исследованиях, со всем, что касается вот ее страны. Но вернемся к теме за границей. Здесь еще можно также говорить о том, что у девочки есть тенденция вот как учиться, то есть очень подвижный ум, очень такое стремление постоянно впитывать информацию, так и обучать других. И в целом здесь, во-первых, важно, чтобы она сама стала хорошим учителем, а для этого нужно, ну, естественно, много учиться, то есть чем больше, тем лучше. И, во-вторых, те учителя, которые будут ей попадаться, надо внимательно к ним присматриваться, потому что со временем она найдет, наша маленькая девочка, она найдет какого-то себе учителя, либо нескольких, которые сформируют ее уже как будущего учителя. Естественно, я говорю об учительстве в плане нашей клиентки не только как об учительнице в школе. То есть это может быть любая сфера, где наша клиентка может распространять знания, обучать, как-то подтягивать, тренировать других людей или детей. И в этом плане нет ничего удивительного, если девочка начнет, вот ей уже 8 лет, если она начнет обучать уже своих родителей, если она начнет их прямо консультировать, что вот можно удивляться, какие одна мысли излагает. И для того, чтобы она ставала более как бы умной, эффективной, здесь хорошо, естественно, чтобы она тоже получала качественную информацию. То есть это не просто там какие-то статейки из интернета или видео из Инстаграм, а действительно качественную информацию. И здесь мы переходим опять, возвращаясь к теме учителя, надо обязательно подбирать хорошего учителя. Если вы видите, что человек, который обучает там, по тому или иному предмету, ну пускай он даже там, учитель английского языка, но если вы видите, что это человек или ваша девочка понимает, что он неморальный, что он грубый, или что он жестоко относится к другим, хотя он хороший учитель английского, то лучше с такими учителями не связываться, потому что они в будущем будут определять, ну, и какое-то умонастроение, поведение девочки. Учителя очень сильно на нее будут влиять, ну, как и ученики, собственно. И в этом плане можно перейти от сферы обучения, можно перейти к такой сфере, как школа. Мы видим, что 3-й дом у нас попадает в Стрелец, и Юпитер соединен очень тесно с
управителем первого дома. Ну, это показывает, во-первых, что девочка будет все-таки как-то в течение своей жизни так или иначе профессионально, либо это будет просто как общий стиль ее жизни, связано с какой-то группой обучения. Да, это может быть и школа, это может быть и могут быть какие-то собственные курсы, и может быть какая-то вот группа учебная и так далее. И сейчас же, если мы говорим о ней в настоящее время, то школа воспринимается как достаточно позитивное место, достаточно легкое. Это может быть обучение и удаленное, это может быть обучение и за границей. Например, если будет возможность отправить в какие-то заграничные, скажем так, летний лагерь, там, например, либо по обмену, то это стоит делать. Девочке будет это в пользу и будет очень интересно. И потом этот опыт, она будет очень ассоциировать себя с этим опытом, который она получила во время обучения. Также школа может быть с углубленным изучением иностранных языков. Это, кстати, очень хорошо, потому что вот связь там во всем иностранном, чтобы ее чтобы потом извлечь из этого пользу, из этого интереса ко всему иностранному, то следует учить иностранные языки как можно больше. Но здесь надо еще отметить такую тенденцию, как распыление. То есть надо очень внимательно следить, чтобы не нагружаться до такой степени, что мы просто, например, там, грубо говоря, мы не сделали немецкий, потому что мы учили английский, а на английский мы опоздали, потому что мы бежали с испанского. То есть чтобы количество не портило качество. Поэтому лучше всего регламентировать вот эти вот занятия иностранными языками, либо поездки, чтобы они не были чересчур интенсивными. Потому что будет такая тенденция похватать всего понемножку, по чуть-чуть и потом что-то слепить. Но для того, чтобы быть хорошим учителем и хорошим специалистом, все-таки надо настраивать так нашу детку, нашу клиентку, чтобы не портить качество, чтобы можно было углубляться. А также какая может быть школа? Школа может быть еще с изучением гуманитарных дисциплин, например, литературы, какой-то там социологии, политологии и так далее. То есть вся культура, вся гуманитарка, она сюда идет в очень большой плюс. На что еще можно обратить внимание со школой, в связи со школой? Что со временем, скорее всего, в старших классах, или это может проявиться какая-то просто одиночная тенденция, что может такое случиться, что школа перестанет быть такой легкой, и вот что-то будет такое, что будет нагружать девочку. Это может быть и какой-то отдельный преподаватель, который там слишком много требует и прям давит, вот как-то такое давящее от него впечатление может быть. Это может быть и какой-то предмет, который очень тяжело дается, и, собственно, от него очень такое плохое впечатление. И в связи с этим надо обратить на это внимание, во-первых, маме, которая может исправить эту ситуацию. И во-вторых, если будет какой-то предмет, который будет тяжело даваться, следует его изучать через игру. Даже если это будет какая-то там математика или физика, то найти такой творческий подход, чтобы можно было как-то играть или рисовать, или что-то такое было творческое в этом всем. Потому что этот отдельный человек или отдельная дисциплина, они могут выбивать девочку из колеи и в первую очередь это отразится, во-первых, на ее каких-то хобби, на тех увлечениях, которые она любит. Например, она не сможет ходить на какие-то любимые там курсы или танцы или еще что-то. И с другой стороны, эти курсы танцы будут мешать вот этому вот изучению этой дисциплины. То есть нужно будет искать в этом направлении баланс. Это действительно будет. И далее, что еще более такое серьезное, это то, что этот человек
или дисциплина, связанная со школой, он может не очень хорошо влиять на здоровье. Здесь мы видим вот Уран, он очень близко к Куспиду 7-го дома. Поскольку карта не ректифицирована, я использую время со слов мамы в этой карте, то здесь сказать Уран все-таки к 7-му дому или к 6-му невозможно. Но на всякий случай, пока я использую его как элемент 6-го дома, поэтому здесь можно увидеть, что этот человек или вот этот вот предмет, который будет тяжелым и давящим, он может и плохо влиять на здоровье, вплоть до того, что могут быть какие-то расстройства сна, головные боли, какие-то нервные очень состояния. То есть это может пойти как реакция на такой вот предмет. Тем не менее, его можно будет скомпенсировать. В первую очередь это у нас поможет мама, поможет семья и поможет вот какая-то четкая дисциплина, чтобы не было разболтанности, а был четкий график, что столько-то часов отводим на учебу, столько-то часов отводим на еще что-то. И если говорить об этой дисциплине, если она настолько тяжела, то вот, во-первых, график, а во-вторых, как я сказала, это какое-то творчество, связанное с этой дисциплиной. Если ее можно будет как-то проигрывать, прорисовывать и так далее, то тогда она пойдет легче. Надо будет постараться, но тем не менее это будет возможно, даже если дисциплина будет очень серьезная. Ну а если это будет учитель какой-то такой сильно давящий, то через маму или через семью можно будет найти опять-таки какой-то выход. Мама может поговорить, и плюс сама девочка, если она покажет себя как серьезный взрослый человечек, то тогда она найдет подход и к этому серьезному давящему учителю. Такая вот тенденция, связанная со школой. Далее, что можно еще сказать о характере, например, девочки. Мы возвращаемся опять к соединению, которое у нас есть. То здесь мы видим, что у нас с одной стороны девочка будет разносторонняя, очень контактная, общительная и великодушная, щедрая, открытая. Но с другой стороны будут также и периоды, когда она будет замыкаться в себе, когда она будет искать уединение. То есть этому, собственно, не надо препятствовать. Если она хочет побыть одной, то она должна это делать для своей, для своей стабильности. Поэтому здесь все будет нормально. Если она захочет уединяться и, например, что-то вести дневник, или рисовать, или писать, вот что-то в таком плане. Или делать что-то руками прикладное, когда она, допустим, сама и может час, грубо говоря, в день вязать или шить, или еще что-то делать. То есть это может быть какая-то прикладная деятельность, на которую она будет время от времени уделять какое-то свое внимание и проводить это время в одиночестве. Далее мы рассмотрим отношения с родителями. Значит, мы начнем с мамы, начнем с 4-го дома. И мы здесь видим, что 4-й дом, Куспид 4-го дома у нас попадает в Козерог. И что это может нам говорить? Отношения в доме достаточно, такие строгие, дисциплинированные, возможно, даже несколько формальные и холодные. И мы видим, что Луна, как сигнификатор мамы, она тоже попадает в Козерог. И это может также показывать на то, что мама больше как коллега, наставник. И немножко не хватает этой какой-то нежности, какого-то такого состояния игры, состояния, когда мы можем ничего не делать, а просто побеситься, либо поотдыхать. Вот постоянная дисциплина и режим, они дают ощущение немножко дистанции с мамой. И эта дистанция, она потом выработается в стойкое качество характера девочки. Потому что хотя девочка у нас и контактная, и разносторонняя, и открытая, но у нее может выработаться тенденция скрывать свои эмоции
и как бы копить в себе, держать, ничего не говорить, а потом в какой-то момент их сильно выплескивать, когда уже сильно там накипело, и тогда уже будет плохо всем. И в этом плане маме особенно надо обратить внимание на то, чтобы заниматься и эмоциями девочки. То есть, например, спрашивать, что ты чувствуешь, рассказывать о своих чувствах, обнимать, как-то относиться больше как к маленькому ребенку, потому что сама по себе девочка у нас дисциплинирована, и она уже, с малых лет она такая, как психотип у нее взрослого. То есть она ответственная, она серьезная, она может себя брать в кулак там и работать над чем-то. И поэтому ей надо уметь расслабляться, иначе она потом в течение жизни будет как стойкий оловянный солдатик и не будет позволять себе расслабляться. А это очень плохо, потому что ее эмоции, если они не будут находить себе выход, то они потом могут вылиться в какие-то очень большие неврозы и проблемы со здоровьем, и вообще неприятности в личной жизни. Поэтому очень важно проработать сферу эмоций. Для этого не только семейная терапия подойдет, то есть просто общение мамы с девочкой, и папы тоже в частности, естественно, но также и, например, актерские курсы, когда девочка может показывать свои эмоции, вроде бы не свои, но она учится их проживать, она учится узнавать, что такое эмоции, когда их адекватно подавать, как их адекватно подавать. И в этом плане актерские курсы были бы очень хороши. Или, например, какое-то творчество. Например, арт-терапия, когда девочка может прорисовывать свои страхи, свои желания, чего она хочет, чтобы она эти эмоции умела конструктивно выплескивать и показывать. Потому что в другом случае она просто замкнется в себе, и потом ей понадобится очень длительное время, чтобы это все выпустить из себя, чтобы она показывала эмоции красиво, адекватно и в целом не держала их в себе. И в этом плане, что еще можно сказать об образе мамы? Значит, мама у нас, которая характеризуется Сатурном, который попадает в Скорпион, мама очень будет сильно влиять на девочку в течение всей жизни. Здесь мы видим, что образ мамы, он тоже будет изменяться. Что, например, сначала мы видим маму как такую, строгую, да, дисциплинированную, а потом мы понимаем, насколько она глубока, насколько она ранима, насколько она чувственна, и что на самом деле мама совсем не сухая, совсем не строгая, и она тоже имеет как-то эмоции. Поэтому маме очень хорошо бы было тоже поработать именно с эмоциональной сферой между вами, девочками, и показать, что мама действительно очень чувственная, и показать эти все чувства, чтобы девочка тоже умела их выражать, показать их девочке. Также можно еще говорить о том, что как Козерог, так и Скорпион, в который он попадает, они достаточно, такие доминирующие знаки. Поэтому можно говорить о том, что мама, будет, по крайней мере, пытаться, будет держать контроль и будет, контролировать и очень сильно влиять на девочку. С одной стороны, это будет хорошо сказываться на здоровье девочки, на ее свободном времени, также на финансах будущей нашей дамы, клиентки. Но, с другой стороны, все-таки этот контроль и образ такой мамы, которая все контролирует и не отпускает, например, все-таки он достаточно жесткий. Поэтому следует еще и в этом направлении подумать, как бы так хорошо гармонизировать отношения, чтобы они не выглядели как начальник и подчиненный, а чтобы они были более душевные. Далее давайте посмотрим на образ папы. Это у нас 10-й дом, Куспид 10-го попадает в Рак.
И мы видим, что изначально папа у нас рисуется как мягкий, добрый, как такой семейный, как такой даже более мягкий, чем мама. Но мы видим, что Луна опять попадает в Козерог. И поэтому, опять-таки, с папой какие-то отношения могут быть часто дистанцированные, более сухие, какие-то более официальные. И в этом плане, чтобы не было тоже искажений, потому что у нас вот Солнце в 8 доме, то есть образ папы иногда будет драматическим. Возможно, он будет каким-то переживательным для девочки, и она может его иногда неправильно понимать. То есть он, например, может ей что-то, грубо говоря, там запрещать, например, там куда-то идти гулять или чем-то заниматься, а она это будет воспринимать в слезы и что то, что он делает, это неправильно. То есть образ папы, он не всегда будет, к сожалению, понят. Но здесь поможет мама. То есть мама должна очень хорошо, детально объяснять, почему папа, допустим, так поступает, или почему он так говорит, почему он так, допустим, себя ведет. То есть мама здесь будет очень хорошим буфером между девочкой и между ее, скажем так, пониманием правильным папы. Потому что если она, останется в иллюзиях насчет папы, почему он там так делает или поступает, или говорит, то потом это выльется в небольшие или иногда и большие иллюзии насчет мужчин. То есть чтобы она уже во взрослой жизни правильно умела оценивать мужчин. И их поведение, и их слова. В этом плане вот как раз, да, мама очень хорошо помогает. Далее, на что можно еще обратить внимание по запросу, это сфера хобби, свободного времяпрепровождения. Здесь мы видим, что Куспид 5-го дома попадает у нас в Водолей. И, собственно, у нас вот Уран в 6-м доме близок очень к десценденту и в Овне. Значит, какие хобби подойдут девочке? Значит, это любые какие-то коллективные мероприятия. Причем эти коллективные мероприятия могут быть с физическими нагрузками хорошими. Это хоть танцы, хоть какой-то спорт. Но в любом случае коллективное мероприятие. Далее это может быть все, что связано с последним писком там, науки, техники, например, там, программирование, например, конструирование каких-то там тех же дронов, к примеру. Также это может быть фото, видео, блогинг, все, что связано вот с интернетом. И когда мы говорим о фото и видео, это вообще очень и очень показано, потому что здесь еще Нептун. То есть девочка может как хобби, причем это хобби потом еще может и приносить доход, как хобби использовать создание образов, создание иллюзий. То есть как это делается, например, фото, видео со всякими спецэффектами. Либо это может быть, например, создание образа, как образа с помощью косметики, с помощью прически, с помощью одежды. То есть такое вот моделирование, косплей. То есть создание какого-то вот такого театрального образа или образа из фильмов, из мультфильмов и так далее. Здесь также есть некоторые указания и на медицину, которые можно потом уже тоже превратить даже в профессию. Но их лучше рассматривать, если девочка уже конкретно решит для себя или, во всяком случае, будет рассматривать медицину как одно из направлений своей профессиональной занятости. Также, как я уже упоминала, хорошо было бы заняться либо актерским мастерством, либо курсами телерадиоведущих. То есть там, где задействованы как раз разные там интернет, фото, видео, и где можно работать еще и с эмоциями, чтобы их проживать и вот эту вот свою немножко зажатость и правильность тоже уметь раскрепощать. Так, и последняя сфера, которую мы рассмотрим, это сфера здоровья. Мы здесь видим, что Куспид 6-го дома у нас, который отвечает за здоровье, попадает в рыбы. Нептун у нас немножко поражен.
Ну и перед тем, как перейти к сфере здоровья, в частности, напоминаю, что гороскоп у нас это не приговор, это только, ну скажем так, мазки, наброски, шаблон для будущего жизненного сценария. И не факт, что все перечисленное, особенно если это касается здоровья, не факт, что все проиграется. То есть может быть что-то одно. Ну, например, там, если человек злоупотребляет и ведет нездоровый образ жизни, то, естественно, у него будет больше тенденции к реализации каких-то болезней, чем у человека, который спортсмен и ведет здоровый образ жизни. Поэтому здесь больше все зависит и от личной гигиены, и от личного развития, как человек следит еще за этим. Итак, в целом можно говорить о том, что вот по здоровью здесь могут у нашей клиентки проявляться разные страхи, надумывания, склонность к ипохондрии. Ну, к примеру, там она прочитала статью о какой-то болезни и тут же придумала, что эта болезнь есть у нее. То есть это все действительно может быть. И такая буйная фантазия в сторону личного здоровья, она может, во-первых, вызывать потом какие-то тревожные состояния, и, во-вторых, просто как бы портить немножко жизнь. Если говорить о тревожных состояниях, то здесь у нас вот идет квадрат Нептуна к Солнцу, который управляет 11-м домом, то здесь действительно могут быть и неврозы, и какие-то нервные перенапряжения, вызванные вот этими вот страхами. Страхи могут быть здесь еще и по любому поводу. Ну, еще по поводу, кстати, разных там увлеченностей, романтических увлеченностей в том числе. Но это, естественно, уже позже, начиная там с подросткового возраста. Но, тем не менее, вот эта вот тревожность, она будет проблематично для выявления, потому что, как я говорила, девочка, она умеет держать эмоции, и она может эту тревожность просто не показывать. Поэтому очень важно научить ее рассказывать о своих переживаниях, об эмоциях, и также использовать для этого различные способы творчества. Там актерское мастерство, какие-то прорисовывания, прописывания, там дневники, в которых можно выписывать свои переживания и так далее. Далее, на что можно еще обратить внимание в связи со здоровьем, может скакать симптоматика. То есть, например, болит что-то одно, проверили, а это совершенно другое, там причина в другом. И в этом плане надо проверяться у нескольких врачей. То есть это тенденция на всю жизнь. Что если, например, вы пошли к врачу, а он поставил вам диагноз, что, например, там надо такое-то лекарство пить, потому что у вас там болит горло, к примеру говоря. Идите еще к нескольким врачам, чтобы они проверили этот диагноз. Действительно ли надо пить это лекарство, действительно ли болит горло, а не там еще что-то и так далее. Потому что симптомы, они могут быть обманчивы, и они могут затрагивать также несколько органов. То есть, допустим, вроде бы болит одно, причина в другом и так далее. То есть одно за другое цепляется. Это то, что может быть такая тенденция. Также надо смотреть внимательно на лимфу, то есть это могут быть различные там насморки, аденоиды, могут быть какие-то проблемы с иммунной системой, то мы чихаем, то мы кашляем, вот в таком плане. Но в целом ничего такого прямо страшного нет. То есть единственное, что надо следить за тем, чтобы ставили правильные диагнозы. Далее, к чему может быть тенденция, это к аллергиям. Причем эти аллергии, они чаще всего будут вызываться тем, что нам нравится. То есть, например, там, мы любим апельсины и едим их каждый день по килограмму, потом нас обсыпает. В этом плане, естественно, надо будет следить за тем, что вызывает аллергию, если это проявится, и исключать просто такие продукты. Что может еще влиять на здоровье? Это вот 11-й дом, то есть это наши единомышленники, друзья, компании. В этом плане надо приучать девочку к индивидуализму.
потому что, как я говорила в начале, она ну, достаточно контактный человек, и для того, чтобы там не обидеть другого, она может что-то съесть или выпить. Ну, допустим, там все пьют, и я пью, не хочу обидеть именинника. Или там все едят вот это, и я, естественно, съем, потому что, ну, как бы я не хочу вставать в оппозицию к другим. И в этом плане вот могут быть какие-то либо отравления, либо аллергии. Здесь может проигрываться тенденция такая, что вот все съели, и я съела, у всех все хорошо, а я отравилась. Поэтому за этим тоже надо следить. И если какие-то вот сборища, вечеринки, групповые там какие-то гуляния с едой, с питьем, и тем более со всякими там раскуриваниями и принятиями таких вот веществ, то от этого всего ну, категорически надо уходить. Ну и также, если мы говорим именно о теле, то еще надо обратить внимание на ноги, то есть это и стопы по Нептуну, и как Солнце, как управитель 11 дома, это еще и голеностопный сустав, то есть вот ножки, на ножках может быть, ну, может быть какой-то грибок, к примеру, подхватили, либо там пятки потрескались, либо какие-то там натоптыши или мозоли. То есть это может быть иногда всплывать, то есть такие вот проблемы. Поэтому вот за гигиеной ног следует следить, особенно там, после общественных мест, обязательно обрабатывать ножки там разными средствами и, в общем, ну, следить за чистотой этого всего дела. Опять-таки здесь выход идет на маму, на собственное здоровье клиентки. То есть даже если что-то там появляется, то оно потом может уйти ну, достаточно быстро, потому что сам организм с ним справляется. Также, что можно еще рассмотреть, это могут быть, надо обращать внимание на спинку, на спину, потому что здесь у нас солнышко, на сердечко, то есть это сердечно-сосудистая система, это спина. Ну и также у нас Солнце в Близнецах, это органы дыхания. Тут, кстати, не лишнее будет заметить, что у нас Нептун, это могут быть разные вирусы. И в том числе вот в Близнецах они могут проявляться как грипп или ОРЗ, или заболевание вот органов дыхания. В этом плане надо тоже соблюдать там гигиену, носить маску, если это надо, в публичных местах. И вот таким вот планом себя беречь. В целом это все, что я хотела рассмотреть на сегодня. Естественно, детский гороскоп может по заказу включать и другие события, особенно если ребенок уже подросток, то можно смотреть взаимоотношения там с партнерами, можно подыскивать будущую профессию, либо какие-то там денежные моменты смотреть. Ну, в карте такой маленькой девочки мы рассмотрели основные тенденции, которые могут сейчас реализоваться в ее жизни, ну и быть как бы реализованы в течение всех последующих лет. Поэтому я надеюсь, вам все понравилось. Если у вас есть комментарии либо предложения, вы можете их писать в контактах под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. И это будет стимулом выпускать следующие видео. Данные для консультации вы можете также найти под этим видео. Желаю вам хорошего времени суток. До свидания.